что вы думаете о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске? Этого не будет, потому что Трамп уже все продал. Аляска уже принадлежит России, поэтому нам она нужна. А продавать мы уже ничего не будем. Нашу страну все продали. А кто ее отменит? Президент Российской Федерации Путин. Самое главное у нас. Или оттяжка боевых действий, или просто не оттяжка платежа, знаете такое? По кредиту, оттяжка платежа. As they say, they want Alaska, but not their own teeth. While Trump debates whether to kiss Putin in public or save it for behind closed doors, the Russian army has already driven a 10-kilometer wedge into Donbass. Not a World War II blitz, just Russia's peace talks, burning homes, killing civilians, and bleeding Ukraine's defenders. Разве что между Россией и Штатами что-то произойдет, но Украины это не коснется. Почему так думаете? Ну, потому что там неразрешимая ситуация. Пока Зеленский с компанией и не пропадут, будет война. И ни на какие переговоры они не пойдут. As Alexander Nevzorov once said, being mentally sane in Russia is already considered treason. How wonderful to live among people who blame enemies for failed peace talks, never the Kremlin, which has left them in poverty, dreaming of the glory of an empire that exists only in their wet fantasies. Ой, я надеюсь, что Путин все-таки не отдаст Украину. Я надеюсь. Я очень хочу, чтобы, вот как Жириновский предсказал, Киев и где-то там кусочек еще. Вот это ихнее, а все остальное наше. Ну а что? Днепропетровск – это бывший Екатеринослав. Одесса – русский город. Херсон – полюбасы наш. Запорожье – тоже наше. Ну куда? Тут по-любому. Oh, darling, brilliant idea. Let me add to your list of cities that once belonged to someone else. St. Petersburg stands on former Swedish land. Vladivostok, China, Kaliningrad, Germany, the Kurils, Japan, Karelia, Finland. So tell me, Grandma, when do we start giving them back, by your logic? Or does this game of historical justice only work one way? Ну, я думаю, они очень хорошо проведут время, обсудят важные дела. Все-таки Аляска, это же территория США, да? Но она была раньше наша. Но Аляска, это же наша территория раньше была. Может быть, он едет не в Америку, а в наши будущие территории. Oh, sure. People in Alaska must be staring across the Bering Strait, jealous of what the great geopolitical genius has done to Chukotka, a region with fewer than 50,000 people left and dozens of villages wiped off the map. О, нет, я ничего не думаю, потому что политика – это дело очень грязное. И что и как будет, может быть, кто-то, конечно, и знает, но простые люди вообще понятия не имеют, чем все это закончится и когда это все закончится. Ну, Владимир Путин стал очень болеть. Очень сильно болеет он. Видно по лицу, что он болеет чем-то. Как думаете, чем? Может, какая-нибудь у него болезнь. Потому что в Америку он не поедет. Потому что мы Крым забрали свой, сделали. Крым – это наш. Но не Зеленского Крым, это наш. Damn, you started so well. For a moment, I thought someone was finally admitting on camera that my country is run by a deeply mentally ill man. I'm no doctor, but the diagnosis is written all over his face. Cannibalism with elements of state governance, children for breakfast, pieces of sovereign countries for lunch. As they say, billions of rubles poured into Putin's propaganda, and the repressions of his security forces have done their job. Good thing the internet never forgets. I hope their children or grandchildren will watch this someday with pride. И Трамп приедет, чтобы восстанавливать это, чтобы войны не было. Потому что война, сколько людей наших погибло, сколько наших ребят погибло. Вот у моей знакомой уже 2 ребят погибло. 18, 25, 35 лет погибли. И их уже живых нету. А чем боец? Чем он там боится?
Никто на него в суд не подаст, а нет. Его личная встреча, его личная просьба была, чтобы Трамп с ним встретился. Чего же он боится-то? Америка, я согласна, идеальное место. The Ukrainian drones never reached this place. The mental hospital built in the early 20th century collapsed from old age, and the patients scattered across Moscow. And I'm with you on this one, gorgeous. America is the perfect place. After all, there's an obvious Nobel Peace Prize for Trump if, right after a Russian plane lands in Anchorage, he arrests a war criminal. As they say, television is unbeatable. It can fry your brain even if you don't have one. А как думаете, Путину не рискованно ехать в Америку? Нет, не рискованно. Почему? Ну, потому что он едет. Я думаю, он не дурак. Что-то решат. Однозначно. Какого решения вы ждете? Мир во всем мире. Of course, Putin's not stupid. He's just stalling, playing with Trump and blaming Ukraine for ruining peace talks and for aggression against Russia, the kind of move only a cunning, unscrupulous KGB man could pull off, trained his whole life to recruit, scheme, manipulate, and plot. Ну, мы все возлагаем большие надежды, что встреча пройдет все-таки в позитивном ключе. И я думаю, что великие умы смогут договориться, и наконец-то наступит мир, которого все так ждут. Поэтому только положительное. Посылаем импульсы, чтобы было все замечательно, и молим Бога, чтобы все свершилось в нашу пользу. А как вы думаете, Путину не рискованно ехать в Америку? Ну, я думаю, что у него целый штат, и, наверное, он все взвесил. У нас замечательный президент, и он никогда не делает опрометчивых движений. Поэтому я доверяю президенту, и я счастлива, что во главе нашей страны стоит такой замечательный человек, дай Бог ему здоровья. I knew it. Using a flower pot for something other than plants is bad for your health. Amazing that, in her eyes, a wonderful president is a man who kills thousands for goals he still hasn't been able to articulate after 3.5 years, who never makes rash moves. Meaning he's saving Russia from Western hegemony by putting the country on its knees for China. Vladimir is a great man. Life has become so much simpler because now the only one left to ask for help is God. Да ничего, на самом деле, думаю, ничего не произойдет, и все останется так же, как и было. Вот. А зачем тогда встреча это? Ну, ради встречи. Просто показать, что какие-то намерения есть. Вот. Но я не думаю, что что-то куда-то дальше продвинется в плане каких-то действий. Ну, то есть линия фронта как двигалась, так она и будет двигаться. Ну, на мой взгляд. Конечно, может быть всякое. А как вот думаете, Путину не опасно посещать территорию Америки? Да я думаю, нет, это все равно какие-то кулуарные договоренности. На МУС плевать все хотели, как бы. Он нелегитимен абсолютно. How flattering for Putin that Alaska is mostly a Republican state rather than a Democratic one. Now, it would be really interesting if he flew to California or New York to meet Trump. I bet he's long forgotten what the voice of the people sounds like when it's out on the streets in protest. ICC illegitimate, you say? Then dentistry in Putin's Russia must be illegitimate too, along with domestic fruit and vegetables, food without palm oil, and a long list of other things that mysteriously vanished under the so-called liberation operation. Война не нужна людям, она им не нужна. Им нужно плодиться, размножаться, радоваться этой жизни, заниматься любимым делом, прежде всего. И для этого и работают лидеры наших стран, тратя время, сердце, нервы и жилы, для того, чтобы мы это, в принципе, могли почувствовать. Это, в общем-то, такими вещами не шутят. Вот, и любая атака на него – это самые жуткие последствия. А какие? Ну, любые, всякие. Вплоть до войны настоящей. И с ним ничего не сделать, с него будут пылинки сдувать. Of course, Putin fears nothing. That's why the possible meeting place with Trump is the Elmendorf-Richardson military base,
Sure, just because the 160-centimeter Russian dictator loves big hangers, and not because, in free America, you can freely buy a rifle and test its accuracy on a live target. Trump's injured ear from exactly a year ago would agree. Too bad Putin never managed to build a bridge across the Bering Strait for his armored train, although, judging by Trump's rhetoric, that might be on the agenda for the near future. Все наше. А им там кусочек. Пусть забирают. Их поляки все равно разорвут. Так что это их дело. Я даже буду рада, если вот то, что останется, поляки порвут, как тузик грелки. Честное слово. Вот ей-богу. В этом я даже без всяких вариантов. А так все остальное, ну, как ни крути. Донбасс, Криворожье. Все это была одна республика. Донбасская, Криворожский и вот этот бассейн, это ж все было одно. То есть Днепропетровская область, Донбасс, это все было наше, российское. I once sold a car, and then suddenly thought I should still go to the buyer and take back what's rightfully mine. After all, the car used to be mine. This bloodthirsty granny is convinced that Poland's biggest dream is to tear Ukraine apart. Never mind it was among the first to help fight off the occupiers and take in millions of Ukrainian refugees. Apparently, it's hard for her to imagine a nation that values a peaceful, civilized life over taking back whatever once belonged to it. Ну о чем там? Будет наша. Всегда она будет наша. Как бы ни хотели. Кто бы не хотел. Вот еще маленький вопрос. Как вы думаете, Путину все-таки не опасно ехать в Америку? Я так думаю, что мы настолько сильное государство, что, ну, раз он так решил, значит, он знает, кто его. Вы вспомните Арабские Эмираты. Ну, вроде как запрещено, да, перелетать куда-то нашему Путину. А он летел, его встречали, и флаг даже сделали из этих самых. Поэтому тут я даже не переживаю. Вообще Аляска это со временем все равно вернется в свой порт. Это будет Россия опять. Trump, hand Alaska back to us. We'll finally get proper teeth there, and then plant it all with giant hogweed. But if we're being serious, it's far more likely that under this government it won't be Alaska returning to its home port, but Chukotka, Kamchatka, the Kurils, and Sakhalin casting off from the sinking barge. Their misplaced optimism is easy to explain. Possibly with compensation already paid for husbands and sons killed in Ukraine, another war would just be cause for celebration. Ну, нужно встречаться. И все. А что там будет, одному Богу известно. Но я думаю, что нам надо энергичнее свою сторону держать. Очень энергичнее. Потому что то, что сейчас делается, мало, я считаю. Вот. Вот как думаете, не опасно ли Путину ехать в Америку? Ну, есть такие, потому что этот нецензурное слово, МУР, незаконный, я считаю, это Международный уголовный суд, МУС или МУС. Это старые чиновники высокого ранга европейские. После того, как их уволили с Европарламента, они решили, вот создали сами вот это, и якобы это международный. Есть Гаагский суд, который еще хоть ООН признан, а это фальшивка. Но всяко бывает. Поэтому есть, я считаю, такое опасение. Поэтому он и в Бразилию не поехал, думаю, из-за этого на БРИКС, наш товарищ. They were born, they grew up in the gutters, they went to work at 12, they married at 20, they were middle-aged at 30, they died, for the most part, at 60. A few agents of the thought police moved always among them, spreading false rumors and marking down and eliminating the few individuals who were judged capable of becoming dangerous. All that was required of them was a primitive patriotism which could be appealed to whenever it was necessary to make them accept longer working hours or shorter rations. George Orwell,
1984. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. If you want to help, join us on Patreon. For just $3 a month, the price of a cup of coffee, you'll get early access to new videos and exclusives, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army, and how telling the truth made him a target of the FSB. You'll also find another exclusive, a chilling deep dive into the Ryazan sugar incident, the mysterious event in 1999 that still sparks questions about terrorism setup and the rise of Putin's regime. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you. Right now, I have 55 incredible patrons. Let's hit 60. Not saying goodbye. See you soon.